Здравствуйте, добро пожаловать на канал на Галина Jewelry. Меня зовут Лена, и сегодня я хочу вместе с вами сделать серьги из филиграни. Смотрите, у меня тут вот 3 сережки, сделаем еще одну. В общем, смотрите, сначала я сделала серьги вот эти. Вы, наверное, видели у меня видео с украшениями из филиграни, очень мне понравилась эта техника. И я разную филигрань заказала, и вот, на мой взгляд, вот эти вот цветы, они очень такие интересные, необычные, и, честно говоря, было, ну, скажем так, не очень просто с ними работать, поэтому я решила сделать мастер-класс именно с этой филигранью, вот, потому что к ней действительно как-то было сложно подобраться, ну, на мой взгляд. Вот, и смотрите, сначала я сделала серьги вот такие, была такая у меня проба. Вот, они получаются, вот видите, 3D объемные. Я их сделала такие двусторонние. Вот, здесь использовала, видите, Риволи 8 миллиметров, жемчуг, бисера немножко. И вот это стеклянные бусины под шпинель 3 миллиметра. В общем, сделала их, смотрятся они прекрасно, очень так, ну, ярко, что ли. Ну, в общем, роскошные такие серьги, на самом деле, вот если надеть на человека, на себя. Вот, вот этот задник, он смотрится хорошо, но, честно говоря, как бы, если их положить, то они вот так вот не лежат прямо. То есть, что, какие у меня мысли по этому поводу, что для сережек вот можно вышивать и заднюю часть, если хочется, да, вот. Если задник вышить, просто тогда вот нитки, которые тут, их меньше видно, получается как-то чище. Но для, скажем, подвески, для колье лучше все-таки задник не вышивать, лучше, чтобы он все-таки был как можно более плоский, чтобы украшение лежало лучше. Вот, в общем, собственно, ошибки я некоторые учла тут какие-то и сделала еще сережку вот в таком... Что это за цвет? Скажите, пожалуйста. Топаз. Это вот цвет топаз. Если это был у меня сапфир, то это топаз. Тот же самый дизайн, только тут немножко я поменяла бисер чуть-чуть совсем, чтобы лучше лежало. И, видите, задник сделала без вышивки. Вот. Потому что мне показалось, что и без вышивки смотрится хорошо. И они получаются немного легче, потому что, конечно, все-таки это утяжеляет жемчуг, вот эти вот беконусы, сережку. Смотрится хорошо, и вот таким способом можно делать и подвеску тоже. Ну, в общем, если вам нравится такой дизайн, и вы хотите тоже повышивать по филиграни, давайте оставайтесь со мной, вышьем сережку. Для вот такой сережки объемной 3D из филиграни нам понадобится, ну, первое, это филигрань. Для каждой сережки нужно 2. Понадобится также из фурнитуры швенза и желательно протектор для тросика. Если нет протектора, ничего страшного, можно просто сделать петлю из бисера. Следующее понадобится Риволи 8 миллиметров, понадобится жемчужинки 4 миллиметра, 6 штучек, бисер, у меня здесь бисер 2 миллиметра, даже нет, подождите, он 2,5 миллиметра, или какие-то бусинки, вот знаете, ну, 2,5, может быть, 3 миллиметра. Можете попробовать 2, но лучше все-таки чуть больше 2. Или если, скажем, 2 миллиметра, но не бисер 2 миллиметра, а вот бусины круглые 2 миллиметра, которые чуть-чуть побольше будут. Вот. Или можете попробовать взять жемчуг 5 миллиметров. Тогда меньшего диаметра бисер. Также понадобится нам... вот эти вот круглые какие-нибудь бусинки. У меня вот 6 штучек цвета топаз и 12 прозрачных. И бисер 11. Вот, немного, в общем-то, надо. Понадобится иголочка. У меня иголочка 10 номер, можно 12 использовать. Также понадобится
какая-то нитка или леска. Мне вот нравится использовать вот такую вот, она мне, видите, такая среднего серого цвета плетенка. Нам понадобится, смотрите, здесь уже что есть. Можно использовать леску, это мое предпочтение, такая плотненькая лесочка, у меня 0,23 миллиметра, прозрачная, ее не видно совсем. Вот можете посмотреть, да, здесь, ну, практически ее не видно. Вот. Так, можно использовать, в принципе, вот эту же плетенку, если она такая серенькая, ее тоже, в принципе, не очень видно, но придется там поплутать по этой филиграни, чтобы не было, в общем, чтобы ее как-то запрятать. Вот, может быть, сложнее. Так, еще один вариант, можно использовать лесочку тоненькую, у меня есть вот такая, сколько, 0,14 миллиметров, но ее тогда лучше использовать в две нитки. И знаете, вот минус такой тоненькой лесочки, то, что она, конечно, тянется немного, и вот как-то ей сложнее становится работать через некоторое время. Знаете, еще один вариант, это использовать проволоку, которая для украшений, которая не темнеет. Но мне этот вариант меньше нравится, честно говоря, чем леска. Вот я пробовала, она, знаете, которая потолще, вот 0,5, ее видно сильно, которая 0,3, она вот ломается. Как-то мне леска больше нравится. Но, знаете, я бы, попробуйте разные, попробуйте то, что у вас есть, если не понравится, ну, потом можете заказать что-то другое для скрепления. Вот. Мой вариант, опять же, это вот такая вот потолще лесочка, прозрачная. Для меди я использовала леску защитного цвета, если у вас филигрань из меди. Ну что ж, давайте приступим и начнем делать нашу сережку. Начнем вот с этой серединки. В общем, вот заправила я нитку в иголку, завязала узелочек на конце. Смотрите, чтобы закрепить нитку, я просто пройду в филигрань снизу вверх, вот здесь серединку, пройду вот здесь и в петлю. Все, таким образом у нас закреплена нитка, очень просто. Теперь я выйду вот сюда. Сейчас я буду ходить только по вот этим вот 6 отверстиям, пришивать вот этот риволи. В общем, заходим в риволи, две дырочки и пришиваем его к цветку. Вот так. Видите, я вышла из этой дырочки, теперь я хочу пришить вот эту сторону риволи. То есть я прохожу сюда, прохожу по противоположным дырочкам в отверстие. Так, где тут? Не туда я вышла. Вот они. Так, тут две, значит, вот эти две. В общем, прохожу по вот этим двум. Так. Прохожу в отверстие в риволе. Сейчас все будет цепляться у меня, конечно же. Так. В отверстие в риволе прошла и прохожу вот сюда. Вот риволи пришит. Сейчас я просто несколько раз вот так вот пройдусь по верхним двум дырочкам в риволе и по нижним и пришью его. Вот. Так.
смотрите, Риволи пришит, он хорошо держится. Сзади получается вот так, такой крестик, да, из ниток. Теперь я выхожу в соседнюю. Буду набирать бисер и жемчуг. Здесь, смотрите, я начну с жемчуга, жемчуг, бисер. Чередовать просто буду. Жемчуг и бисер. Жемчуг у меня 4 миллиметра, бисер у меня 2,5 миллиметра. Вот так. Смотрите, здесь, чтобы перестраховаться, можно, вот, когда сделаете, наберете, просто приложите к кристаллу. Вот так. Посмотрите, хватает ли вам длины. Вот, мне хватает. Хорошо. Сейчас я пройду, просто ниткой пройду по кругу один раз еще. По всем бусинкам. Так, смотрите, я прошлась по всем бисерам, по всем бусинам. И тут я бы хотела бы на самом деле так расположить их, чтобы у меня жемчуг был посерединке каждого лепестка. Вот так. В общем, как это сделать? Я вот вышла из бисера. Сейчас я войду вот в это вот пространство между лепестком. Выйду с другой стороны. Вот тут. Нитки цепляются, будьте готовы, что все будет цепляться. Тут никуда от этого не деться. И зайду в бисер. Следующий бисер. Так. То же самое сделаю со следующей жемчужиной. Зайду между лепестков. Выйду с другой стороны. Зайду в жемчуг. Вот так. Вышла из бисера. Прохожу между лепестков здесь. Вышла с другой стороны. Прошла в бисер. Опять между лепестков. Так, совет, это знаете, какой будет? Прежде чем ваш дизайн вышивать, пройдите, разложите бусины на филиграни, по крайней мере, наиболее крупные элементы, какие-то кристаллы, крупные бусины. Разложите их на филиграни для начала и посмотрите, как оно будет. Так. Сюда. Так. Между лепестков опять же выходим с другой стороны. По-моему, я уже все свои прошла. Да? Да, вот он последний. Все. Так. Так, сейчас я пройдусь. Видите? Получилось вот так. Каждая жемчужина у меня стоит вот посередине лепестка. Я хочу вышить вот эти вот элементы на лепесточках. Вот, в общем, вышла я из вот этой дырочки вот здесь. Теперь я набираю бисер, прозрачную бусинку. Напоминаю, бисер у меня 11 бусинки, 3 миллиметра, круглые.
синюю, прозрачную и бисер. Вот так. И теперь я захожу вот в противоположную ей в самом конце. Ссылки на все материалы, которые найду, я оставлю под видео. Теперь вышла, вот видите, вышла с другой стороны. Вот здесь. Вот. Сейчас набираю одну бисеринку, поддерживаю ниточку здесь и прохожу в 3 бусины, только в бусины. Теперь поддерживаю, подтягиваю. Все это делать проще, если не на камеру, конечно же. Вот так. Так, здесь подтягиваем. Получается, видите, вот так. Набираем еще одну бисеринку. И проходим в нижнюю вот эту дырочку. Вот сюда. Так у нас получается. Вот так. С обратной стороны вот так. То есть, напоминаю, мы используем вот эти два отверстия и самые верхние. 2 самых нижних, 2 самых верхних. Теперь можно каждый раз нитку закреплять, я не буду. Просто проходим к следующему лепестку. Если я пройду к лепестку вот здесь, у меня будет видно нитку внизу. Поэтому я пойду просто вот напротив. Вот сюда. Вот так. Выйду. Наберу бисер. Прозрачную бусину. Синюю бусину. Прозрачную бусинку и бисер. Выйду в верхнее отверстие. Здесь лучше придерживать все это. Вот так. Вышла из следующего. Набираю бисер и прохожу только по бусинам. Вот так. Поддерживаю, придерживаю ниточку, потому что мы хотим, чтобы оно было натянуто. Вот. Подтягиваю, набираю еще одну бисерину и выхожу в нижнее отверстие. Вот так. Сейчас я могу сделать вот этот лепесток. И так каждый лепесточек. Хотите, можем сделать вместе. Выхожу из нижнего отверстия, набираю бисерину, прозрачную, синюю, прозрачную бисерину, прохожу наверх, выхожу из противоположной дырочки, получается, набираю опять же бисеринку, прохожу через все 3 бусины, подтягиваю и укладываю вот здесь аккуратно эти бусинки, набираю еще одну бисерину и прохожу уже в нижнее отверстие. Так. Это получается. Видите, получилось у нас вот так. Вышивка, собственно, на этом закончилась. Сейчас будем собирать сережку. Но сначала ниточку нужно закрепить. Закреплять ее очень удобно вот здесь. Просто обычными узлами вот такими.
Отрежем нитку. Вышивка готова. Сейчас я буду скреплять. Как я уже говорила, мне удобнее скреплять более такой толстой леской. Вот эти лески я беру не очень много, сантиметров, наверное, 50, потому что если ее будет сильно много, будет очень неудобно. Так, итак, для начала, смотрите, возьмем ее, закрепим. Сделаем так. Вот здесь. Вот так. И просто завяжем несколько узелков. Два узелка. 3 узелка. Я завяжу 4 на всякий пожарный. Так. Просто обычные узелки. Так, и вот этот короткий кончик, я его просто отрежу. Все, нам не нужно. Теперь выводим леску с лицевой стороны. Смотрите, это самая сложная часть работы, честно говоря, потому что нужно вот этим вот кончиком лески попасть туда, куда надо. Так, вывели. Теперь набираем серую вот эту бисеринку и берем вторую филигрань и соединяем задники. Теперь, смотрите, тут еще один момент. Забыла сказать, нужно вот эти вот лепестки чуть-чуть подогнуть. Будет, собственно, в чем сложность, что оно такое 3D, да? Чуть-чуть подогнуть. И здесь сделать то же самое. Чуть-чуть подогнуть вот эти лепестки. Теперь соединим наши задники. Вот так. Возьмем леску. Сейчас выведем. Там у нас бисер, да? Сейчас мы выведем ее на обратную сторону. Леска попала вот в дырочку, точно такую же на противоположной стороне. Сейчас увидите. Видите, вот здесь у меня встала вот эта вот бисеринка, получился такой треугольничек. Вот. Она прячет леску и добавляет дизайна. Сзади вот я вышла леска из этой же дырочки на противоположной стороне. И вот сейчас я просто пройдусь по второму разу. Вот так. Вот сюда. С лицевой стороны вывела. Прошлась по бисеру. Прошлась по бисеру. И вышла. Смотрите. Через верхнюю отверстие на противоположной стороне. Вот я вышла. Так. Вот так. Вот эту первое можно сделать еще один раз. Нам нужно перевести леску. Опять же, самое удобное сделать противоположную сторону. Вот смотрите, сейчас я просто леску заведу вот сюда, вовнутрь. Ее там поймаю. Вот так. И просто выведу ее вот сюда. В общем, вывела, видите, я ее на изнаночную сторону с противоположной стороны. Вот здесь мы начали, вот сюда я ее вывела сейчас. Просто, чтобы эту леску точно уж не было видно. Сейчас захожу леской с этой стороны. Вот, видите, видно, да? Вот здесь, отсюда, на противоположную сторону. Вот так. Наберу бисер. Вот. Вышла. Наберу бисер. И пройду вот так.
Здесь уложу его аккуратно. Здесь уложу его аккуратно, чтобы он стал, видите, треугольничком опять же. Вот так. И пройдусь еще разок. Вот. И вот так. Ну вот. Смотрите, с двух сторон у нас уже теперь оно соединено. Теперь, смотрите, вот так вот я прикладываю, смотрю, где у меня не будет видно леску. Видите? Вот сейчас я сделаю вот этот, потом я сделаю напротив него и так далее. Давайте вот выйдем сюда, смотрите, как выходить сюда. Я вот так вот вышла. Сейчас я зайду в следующее вот отверстие сюда. И постараюсь просто вывести эту леску как туда, куда цветок доделан, скрепила я все лепестки. В угле каждого лепестка такой треугольничек получается. Теперь нам понадобится протектор. Вот нитка выведена из лепестка сверху. Возьмем бисерину и пройдем в протектор. Протектор — это будет петля для прикрепления швензы. Теперь пройдем в протектор с другой стороны. Наберем еще одну бисеринку и пройдем в эту верхнее отверстие. С обратной стороны выведем леску. Получается вот так. Петля. Теперь нам нужно сделать то же самое с лицевой стороны. Набираем бисер, проходим по протектору. Теперь проходим леской по протектору с другой стороны. Набираем еще один бисер. И проходим леской через отверстие филиграни с лицевой стороны на изнаночную. Ну вот, петля готова. Теперь нужно закрепить леску. Проще всего это сделать, если завязать узелки из лески вот по периметру практически цветка. Теперь прикрепим швензу. Очень удобно использовать эти протекторы. Они металлические, не порвутся и смотрятся очень так хорошо. Ну все, наша сережка готова. Ну что ж, вот такие серьги у нас получились. На создание одной сережки уходит от 30 минут до 45 минут. Серьги получаются эффектные, при этом легкие, очень носибельные, ну, такие довольно-таки роскошные. Надеюсь, это видео было вам полезным, оно вам понравилось. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А вам я желаю вдохновения и много-много времени на ваши хобби. Ну что ж, увидимся с вами в следующем видео. До свидания.